Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз «Все не так, как кажется» или казалось прежде. 3 поворота судьбы до конца августа, в ближайшее время, в ближайшие дни. 3 знака судьбы, что вам важно услышать и важно знать. И правда, мы говорили с вами уже неоднократно, что август едва ли не самый важный месяц года, когда происходит в нашей жизни как и внутренняя какая-то трансформация, перезагрузка, так и обстоятельства. И люди оказывают влияние на нас. И еще и август такой судьбоносный за счет планетарных транзитов. И именно в августе у нас происходит стелиум, а стелиум – это у нас скопление планет в знаке зодиака Лев. И в знаке зодиака Лев у нас происходит не только солнечное затмение, а соединяются 3 самые важные планеты, или одни из самых важных. Юпитер, планета большого счастья, мы говорим, или его величество случай, или какая-то очень удобная, может быть, или такая поворотная и знаковая ситуация лично для вас. Солнце олицетворяет как ясность и новые смыслы, но и Меркурий, планета коммуникации, адаптации и быстрых перемен. Умение быстро вот именно адаптироваться, перестроиться. Личная воля, личные амбиции сталкиваются с тем, что происходит как и во внешнем мире, но и с той трансформацией, которая происходит в жизни каждого из нас. Мы контактируем с разными людьми, и поэтому то, что каким-то образом связано с трансформацией в жизни людей, на нас тоже оказывает влияние. Вот давайте мы с вами и достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, в каких сферах жизни будут вот эти поворотные моменты или какие-то судьбоносные события, когда вам придется что-то передумать, перестроить, переделать, да, все то, что потребует от вас каких-то совершенно новых энергий, и для вас будет это означать поворотный момент. Вот какие подсказки нам дадут карты. Может быть банально. К чему приготовиться, да, в каких сферах жизни могут как раз и происходить эти добрые перемены. Шикарно, мои дорогие. По этой карте, посмотрите, 2 аиста, да, одна из самых добрых карт. Именно в колоде Ленорман здесь вопросы личной жизни, вопросы пары, вопросы семьи. У кого-то они будут связаны с какой-то важной встречей. Я не исключаю, что для некоторых из вас, для тех, кто один или одна, это может состояться из знакомства. Будьте внимательны, особенно за последующие полгода. Да, вот то, что происходит. Я говорила стелиум. Юпитер в знаке Лев у нас обосновался до середины 2027 года. И это такая подсказка нам открывают, как ту палитру событий, чем мы будем заниматься на последующие 12 лет. Это касается каждого знака зодиака. Но из этих 12 лет вот именно самый важный происходит год, да? А из этого года период полгода, мои дорогие, до конца 2026 года. Поэтому будьте восприимчивы подсказкам судьбы. Это может касаться определенных встреч или определенных контактов, важных людей в вашей жизни, которые будут еще какое-то время участвовать именно в вашей жизни или в событиях вашей жизни. Но это могут быть еще и как подсказки среди того, что происходит вокруг нас. Может быть, даже это какая-то, знаете, последовательность событий отчасти, что мы не можем изменить. Или это связано с непреодолимыми какими-то, опять же, событиями внешними, когда нам нужно сделать выводы. Но здесь вот люди, значит, нужные приходят, да, или состоится какой-то очень важный контакт. И для кого-то даже то, что поначалу, ведь эта карта будет говорить еще и о доме, гнездо, да, мы говорим. Поэтому для кого-то вопросы именно дома, переезда, или пусть через конкретную персону, да, вы о чем-то задумаетесь, и для вас это тоже будет как вариант сотрудничества, например, или вариант того, что вы в последующем этот переезд совершите. Есть тут все-таки момент, потому что аист у нас птица перелетная, поэтому, кто знает, раньше кто-то не думал, а теперь всерьез задумается, а почему бы и нет? Почему бы, например, мне не раскрыть свои таланты не в этой местности, а в другой? Или почему бы мне не рассмотреть дороги какие-то, да, или работа с командировками, а почему бы нет? Вот у кого-то может зародиться даже желание, к примеру, вот так давайте банально,
работать, видя мир, допустим, да, или работать из любой точки мира, кстати, работать на дому, почему нет? Где-то это тоже может проигрываться. И тогда вот этот побудительный такой мотив, который присутствует в вашей душе, может вас повести достаточно далеко, что ваша жизнь кардинально изменится, и именно, может быть, в каких-то дорогах вас не только ожидает благополучие, или через дороги приходит вот такой поворотный момент судьбы, а еще и какая-то важная встреча. Именно с тем человеком, который будет означать вторая половинка. Но я должна сказать, здесь для тех, у кого уже сложились союзы, или для тех, кто сейчас в паре, человек семейный, тут какие-то тоже будут у вас совершенно такие, знаете, перезагрузочные, если можем сказать, новые мысли, новые планы, новые амбиции, которые могут быть связаны, ну, тоже где-то, может быть, на семейном совете вы обсудите и подумаете, а почему бы и нет? А давай-ка мы с тобой улучшим, допустим, жилищные условия. Или куда-то, может быть, переместимся. Вот здесь будьте внимательны к собственным идеям. Но я бы сказала идеям, партнерам, может быть, и так. Потому что тут вместе что-то решают. Ладно, давайте узнаем, кто в этом участвует. Кто в этом участвует? Что за человек? Все-таки расклад общий, а мы все разные. Итак, что нам подскажут карты для козерогов? Какой человек участвует в этом? Тут двое. А тут, смотрите, десятка жезлов. Это могла быть какая-то история непростых отношениях, кстати, или какой-то прежний сюжет. Я этого тоже не исключаю. Когда вы себя чувствовали либо стесненно, либо вы знали этого человека, кстати. Я такое допускаю. Период августа, но не только период августа, мои дорогие, до конца 2026 могут возвращаться в нашу жизнь люди, которые имеют еще определенный либо вес, либо смысл, либо какой-то важный контакт, да, именно в вашей жизни. Но прежде как-то не совсем просто складывалось общение. Вы именно от чего-то могли устать. Но тут могла быть такая ситуация, которая вас тоже заставляет сделать выводы. И, может быть, вот это то, что мы можем испытывать, как с одной стороны, со стороны именно эмоций, мы с этим не согласны. Тут действительно мы от этого устали. И тем не менее, вторая карта выпадает. Посмотрите, Солнце. И Солнце – это выбор правильного направления именно на полгода. Тут какая-то переоценка идет для тех, кто один или одна. Кстати, давайте соединим все три карты в единый смысл. Здесь могла быть история, когда у вас закончились, кстати, отношения. И вот все то, что я долго говорила по аркану Аист. У вас состоится новое знакомство. Но тогда карта десятка жезлов будет говорить: не относись к партнеру, может быть, так как ты относился или строил козерог, прежние отношения. Потому что вам подарит судьба какую-то судьбоносную встречу, но вот эти новые энергии, новые смыслы, новое общение. Здесь тогда и отношения нужно строить как-то по-другому. А для кого-то из вас, мои дорогие, эта карта будет говорить о том, что если у вас сейчас все хорошо, и вы в паре, тогда вы вдвоем здесь можете, может быть, на каком-то совместном совете прийти к выводу, что мы оба устали от какого-то прошлого, и нам нужна некоторая перезагрузка, может быть, будет банально связана с поездкой какой-то, где вы вдвоем, как, знаете, будете заодно. Вы как одно направление можете увидеть. Но, мои дорогие козероги, вот именно в том, в чем вчера была пауза, или была вот эта усталость, неважно, эмоциональная, но, может быть, и какая-то история, да, которая имела, не совсем тут, конечно, продолжение, а когда не было, вот понимаете, какой-то общей точки сборки, который или в которой ситуации каждый уставал как-то по-своему, или что-то надоело каждому, да, вот, но по-своему, опять же, здесь может в конечном итоге выразиться или вылиться в какой-то красивый сюжет, который будет продолжаться вообще волшебно. Очень долгий период времени.
Для тех, кто один или одна, давайте подведем итоги. Вам выпало 2 старших аркана. И в целом, у кого завершилась какая-то история, может быть, давно, у кого-то недавно. Однозначно карта говорит: Козерог, тебе для того, чтобы быть счастливым, нужно вот отношения как-то строить немножко в другом формате, что ли. Или не совсем, ведь иногда это карта нашего эго, да? Не подходить с позиции того, что вот как ты считаешь правильным, а уметь услышать оппонента, скажем, или уметь услышать своего партнера. И это для тебя будет означать те энергии, в которых тебя, ну или самого себя вам придется как-то организовать, безусловно, настроить себя, может быть, и контролировать, может быть, так тоже, да, последующие полгода. Потому что в тебе самом должны произойти какие-то перемены, ну, может быть, такой вибрирующий момент, правда? Но ведь для вас это имеет какой-то волшебный смысл, потому что очень редко выпадают такие 2 карты, поскольку 2 карты выбора правильного направления. И если Солнце – это полгода, то звезда лет 10-20. Это как по Плутону. А Плутон у нас сейчас ретро-движение. Поэтому я не исключаю, опять же, ретро – это всегда какое-то дежавю. Для кого-то может проиграться прежняя история взаимоотношений, когда вам придется передумать, переделать, реорганизовать. И ну, тогда, если человек появляется в вашей жизни, вот есть какая-то персона, которую либо вы можете встретить, или вот все то, что говорила по аркану Аист, и тогда это будут судьбоносные отношения, которые будут иметь значение не просто вот в эти 6-8 месяцев, а на более длительный период. Вот такая подсказка. Но я тут вижу именно для вас. Вы как не один в поле воин, а мы спросили, кто участвует в этом. Я бы сказала, те люди, которые вам, ну, все-таки либо знакомы, либо, кто знает, даже если это знакомство произошло недавно, к примеру, да, но тогда не торопитесь с места в карьер. И опять же, не стройте новые отношения по какой-то прежней траектории. Что хотят вам вообще передать высшие силы? Что хотят вам передать? Тебе жизнь дарит какую-то добрую трансформацию. Тебе жизнь дарит Его Величество случай. В твоей жизни будет именно, может быть, судьбоносная встреча, опять же, с каким-то человеком. Либо, может быть, ведь у кого-то будут отношения на расстоянии. Вот, кстати, да, я об этом не сказала в самом начале. Когда вы и ваш партнер. Может быть, это история дружбы, может быть, это как взаимосвязь между 2 людьми, которая строилась, ну, где-то с элементом дружбы, взаимопомощи, да. Здесь, значит, тоже это все не случайно, может произойти какой-то такой поворотный момент, пункт, встреча или какое-то важное решение, которое вы будете принимать вдвоем. Здесь есть ваш человек, как жизни человек, когда еще какое-то время будет продолжаться вот эта взаимосвязь. Мы от этого не уйдем, но она должна быть как в новом формате. У вас будет поворотный момент. Почему я говорю? Потому что 8 жезлов – это карта скорости, когда в момент определенный мы слышим какую-то информацию, или когда тебя, ну или себя самого, мои дорогие козероги, вам придется именно перестроить. Вы собирались сделать одно, точно, придет какая-то новость, а вам придется рассмотреть либо новые маршруты, либо принять эту новость, ну, к тому, что она не просто имеет смысл, а для вас имеется какое-то продолжение. Какое-то решение вам придется принимать достаточно сложное. Слушайте свою интуицию. Как это все обернется для вас? Сменой статуса. Здесь, правда, будет поворотный момент. Не достаю больше карты. Вы посмотрите, как у вас волшебно выпадает. Мало того, что карта Солнца, карта Звезда, 3 старших аркана и аркан Императрица. Тут есть взаимодействие или встреча, опять же, с важным человеком, который меняет и ваш статус. Статус меняется по-разному. Кто-то может решить вопросы по части дома, жительства.
Для кого-то из вас, я не исключаю, может быть, и вопросы работы, потому что аркан императрица. И правда, у кого-то могут совпадать как работа на дому, работа на самого себя, работа из любой точки мира. По аркану звезда ведь тоже пространство, эфир, интернет. И это что-то не просто по дистанции во времени, да, на долгий период, но это еще и дистанция километраж. Вот здесь переезды, вопросы, опять же, жилища, которые не в том месте, пункте, где вы сейчас находитесь, а это как-то видоизменено. Ну и вопросы статуса. И здесь может быть как статус через приобретение жилья, да. И это 3 старших, опять же, аркана. Это не до конца августа. Это какой-то более продолжительный период. Ну, наверное, все то, что я говорила, еще до карт. Кому, я не останавливаюсь на этом подробно, кому интересно поподробнее узнать, вы можете прочитать, правда, на моем сайте, потому как именно планетарный, да, астрологический гороскоп я подробно описываю по планетам. Правда, перейдите, ссылки будут в описании под видео. Перед вами сама судьба раскрывает совершенно новый сюжет. Тут нельзя это упустить, потому что тут именно какой-то поворот судьбы вас может ожидать. А мы ведь можем где-то подзастрять вот в этой карте. Не хочет вытягиваться десятка жезлов и сказать: ничего я не хочу и ничего я делать не буду. Я от всего устал. А тем не менее, какая-то важная встреча, какой-то очень важный контакт может не только изменить вашу жизнь, да, как дорога к солнцу, к ясности. А мы говорили солнце во льве. Тут, правда, как первые предпосылки, первые звоночки во второй половине августа вам дают ориентиры, мои дорогие, открывают перед вами вот этих 2 важных направления к изменению статуса, изменению кардинально новое качество жизни. Уже на пороге. Оно буквально, знаете, ждет, когда вы откроете двери. И десятка ведь жезлов говорит о завершении. То есть, как я говорила, либо мы свои методы меняем общение, либо мы вообще где-то перезагрузку в себе, такую внутреннюю, да, как ревизию, может быть, производим. Но это имеет огромный смысл. И аркан старший, именно Верховная Жрица, и говорит о том, что ведь иногда это карта тайн, вы можете узнать какую-то тайну, это попутно, потому что у нас будет в конце августа частичное лунное затмение в знаке зодиака Рыбы, и это эмоциональная трансформация. Вот вам еще какая-то эмоциональная трансформация, она предстоит до конца августа. Второй знак судьбы – дружба. Все то, что я говорила. Да, тут есть конкретный человек, который не просто, понимаете, вот с ним контакты имеют смысл, а это, как, знаете, взаимная поддержка. Это какой-то союз, который строится на искренности. Может быть, у кого-то и любовь, почему нет? Но здесь не все с позиции чувств, а тут такие более земные, добрые энергии, мои дорогие. И у нас Венера до конца августа в знаке Весы, это в своем доме, в своей обители, и поэтому для вас к удачному завершению, или, я бы сказала, каким-то правильным выводом, чтобы было правильно продолжено. Мы не можем вернуться назад, чтобы правильно начать, но мы можем устремиться вперед, чтобы правильно продолжить. И у вас 18, карта именно такое имеет значение, нумерологическое. Соединим, у нас получается 9, поэтому тут тоже вот это 9, да, а 9 это число перемен, ведет к десятке червей. Это и взаимный интерес, это и вот эта искренняя дружба, это какой-то очень важный человек, контакт, и отношения строятся не на какой-то догме, а именно на взаимном участии, поддержке. И, как знаете, вот эта взаимопомощь и понимание друг друга без слов. И очень интересно, Чиро Маркетти прорисовал, как собачка, хоть она и держит вот этот поводок в зубах, но ошейника нет. Это какая-то невидимая нить, которая связывает 2 людей. Что вам хотят передать высшие силы? Тебе сейчас именно через отношения, через нужных людей, через правильные контакты, посмотрите, жизнь помогает решить либо вопросы дома, либо вопросы личной жизни, либо вопросы твоего статуса по максимуму 10 кубков.
Не упусти какой-то момент. Это все то, что я говорила. Колесо фортуны, я тоже сказала. Придется сделать какую-то перезагрузку, изменить методы. Колесо фортуны – это всегда фортуна на вашей стороне, но и сама фортуна требует от вас того, чтобы вы применяли другие подходы, мои дорогие. Давайте просто достанем совет. Не упустите возможность быть счастливым. Вам никто не мешает. По аркану отшельник не помешать самому себе. Отшельник всегда на своей волне. И я говорила, вот я от всего устал, я ничего не хочу. Поэтому совет нам сразу говорит, как бы карта, от тебя потребуется мудрое решение. Мудрые, мы можем сказать, нет, я ничего опять же не буду менять, потому что отшельник всегда идет сам по себе. И если мы рассматриваем с той позиции, что мы как настроились на какой-то лад, да, или на собственную траекторию, мы можем с чем-то не согласиться. Мы можем даже не увидеть вот этого поворотного момента. Мы можем как-то неправильно расценить ту возможность, которую, может быть, к нам приходит, знаете, с чего-то, что начинается в нашей жизни не так ярко, да? И правда, нам тут говорят, что ведь что-то скрыто, поэтому мы рискуем упустить. Здесь вот есть какая-то история, которая связана со всем тем, что я говорила по первой позиции. Однозначно я вижу здесь взаимосвязь между этими двумя подсказками, поэтому я уже не повторяюсь. И вот это тонкий такой, знаете, переходный момент, который еще пока у вас не прояснен до конца, но уже требует от вас другого отношения, других методов, как собственной внутренней трансформации. И это может карта и говорить как совет, да, от тебя именно сейчас к самому себе, может быть, требуются такие мудрые, как подход и мудрые решения, потому что, ну вот все то, что я говорила, как будто уже ваше время пришло. Ты рискуешь подзастрять в том, как ты считал, может быть, это прежде правильным, или вы видели отношения какие-то тоже, вот должно быть именно так, да? Ну, может быть, на вас оказывает влияние где-то семья или менталитет, или то, как вы представляли это прежде, мои дорогие, а здесь все немножко иначе. Наступает время идти вперед, как будто отшельник подзастрял у этого одинокого костра. Вот такой вам дает совет. Но это будет связано, все-таки это старший аркан с мудрыми решениями. Повторюсь, вам ничто не мешает. Мои дорогие, любимые козероги, на кону ваш статус. Изобилие, процветание, солнце практически и фортуна сейчас на вашей стороне. Здесь очень важно обрести этого друга и не потерять. Третий знак судьбы. Удивительный расклад. Ведь пока дошла до вашего знака зодиака, я уже сделала много раскладок. Вот третья позиция нам опять же говорит о всем том, что я говорила в самом начале. Именно эта карта любви. Здесь какая-то история отношений, которая непростая, мои дорогие. Нет. А может быть, если вы сейчас один или одна, тогда нас карта будет именно возвращать к тому, что ты... Вот проанализируйте, правда. Все же мы рассматриваем все видео. Я строю именно с позиции, когда мы достаем карты и читаем значения с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Ведь это символика. Так вот, именно эта карта будет говорить о том, что когда-то в нашей жизни, может быть, это на сегодняшний момент происходит, да, а это про любовь. В первую очередь, мои дорогие, розы, колода Чарамаркети и роза, это как символ любви. Стало быть, у вас могло сложиться какое-то прежнее, вот как предубеждение, опять же, как должны строиться отношения, на чем должна строиться семья, может быть, или какой-то долгий союз. А вот здесь, ну, есть какой-то камень преткновения, когда, может быть, тонкий нюанс, но изменив его, и у каждого здесь по-своему, мы как будто совершенно меняем качество, опять же, жизни. Или качество взаимопонимания, качество союза. И есть вот какая-то деталь, проанализируйте, если у нас долгое время не складываются все время отношения,
то тогда есть смысл вернуться, может быть, но не для того, чтобы там самокопание себе устраивать, а вот так аналитически, холодным умом подойти к тому, что же мне действительно мешает построить счастливые отношения. Ну, пусть это не для всех, но для кого-то это может быть подсказкой. Потому что тут ведь сама судьба вам подарит знакомство скоро. И все карты нам кричат об этом, что мы не должны это потерять. Дважды, трижды тут посмотрите, почему я так подробно остановилась. Потому что карта женщины. Для вас, мои дорогие девочки, это может быть ваше сожаление. И тогда карта говорит, это вы можете сожалеть, и тут у нас соответствует тузу пик, мои дорогие. И этот туз пик может олицетворять, как и прежнюю какую-то историю расставания, к примеру. Я допускаю, что для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, может быть, это будет связано с женщиной, с которой вы хотите возобновить, да, например, какой-то контакт. Но тоже был какой-то камень преткновения. И женщина сама по себе, посмотрите, она выглядит спокойно. Ей явно что-то приятно. Она получила эту розу, но она где-то наслаждается тем, что скорее кто-то откликнулся, оказал этот знак внимания. Может быть, она о чем-то мечтает, может быть, она строит планы, но она в этом не участвует. Она раздумывает. Она так отстраненно немножко смотрит в сторону. Ей это просто приятно и не более. А может быть, она уже уверена, что сейчас все будет именно так, как она себе это представляет. Давайте раскроем поподробнее. Что вам хотят сказать карты? Я тут больше вижу, что почему-то концентрируют вас, мои дорогие, любимые козероги, именно на взаимодействии, на партнерских отношениях. Это в центре вашего внимания до конца августа. Вот хотите верьте, хотите нет. Ну как вот так вот можно достать с двух разных колод и все об одном и том же. Карта любви, двойка кубков. Ну вот есть какие-то взаимоотношения, которые вам нужно строить. Кстати, может быть, не с позиции, да, по восьмерке пентаклей. Это ведь карта рутины. Мы можем ее переложить на ту рутину, когда мы поступаем каждый раз каким-то одним и тем же образом. Кстати, восьмерка пентаклей 8. И здесь, смотрите, 17 мы говорили 8. Да, если сложим, будет 8. Как перевернутая лемниската. Здесь есть какой-то союз. У кого-то этот союз может, кстати, проиграться как знакомство, которое к вам приходит. И планетарно это тоже где-то перекликается. Вы можете, вам как судьба может подарить важную встречу, которая происходит именно по работе. Или когда вы решаете какие-то вопросы, может быть, в инстанциях, конторах, офисах. Когда вы именно встречаетесь, происходит это знакомство не на улице, да, или, ну, может быть, и на улице, но когда ваша голова заполнена мыслями о работе или о том, что вы хотите именно для себя, может быть, создать, совершить, да, или строите планы, или вообще ничего не строите, а мысли именно куда-то у вас уводят в какой-то практицизм, да. Именно в этот момент вам может подарить судьба такое общение или человека такого. Я могу допустить. Но если мы говорим о рутине, карта нам будет говорить, ты в этом не подзастрянь. Потому что восьмерка сама подсказывает нам, как будто в прежнем статусе или в прежнем, в своем, может быть, видении, да, построении отношений, все-таки любовь. Ты немножко ошибался. У тебя наступает тот период, когда нужно перейти на новый уровень, ведь это шикарная карта, но на деньги, на работу, мои дорогие. А у нас тут все-таки про личную жизнь. Поэтому как встреча, да, вот как я обрисовала, через какие-то рабочие процессы или как наше местонахождение в коллективе, в какой-то общности людей, это все идет со знаком плюс. Но, опять же, это не должно быть с позиции какого-то самоуспокоения или, ну что, вот да, вот сейчас, да, допустим, это произошло, и я могу успокоиться. Нет, здесь придется что-то развивать и постоянно корректировать, менять. Вот это именно вам хотят передать высшие силы. Не подзастрянь, козерог, в этой рутине. У тебя будут победы, но я должна сказать также,
Все-таки неоднозначно, мы все разные. Вас ждет финансовый успех, мои дорогие. Где-то финансовый успех к вам приходит, тут тоже этот вибрирующий момент от начала до конца, когда вы себя перестраиваете. Перестраиваете на, может быть, на ту палитру событий, которая происходит вот именно с изменениями, потому как все равно рутина должна быть закончена. Ты в этой рутине ничего не добьешься. Или действуй прежними методами. Ничего ты там нового не найдешь, Козерог. В этом ты уже карьеру не построишь. Тебе нужно действовать как-то по-другому. И посмотри, как будто судьба тебе сразу, ну, по крайней мере, в ближайший какой-то период может принести вот эту победу. Более того, тебе эту победу придется удерживать. Это не значит, что мы вцепились буквально какой-то мертвой хваткой, а это значит, что нам, знаете как... Вот как говорят, да, мало достичь или взять какую-то высоту. Потом ее придется удерживать. Поэтому, ну, может быть, много работать. Может быть, вам карты говорят, тебе придется совмещать работу и личную жизнь. Может быть, тебе придется где-то, ну, быть в таких энергиях, когда переключаться, вот понимаете, именно переключаться с энергией таких более прагматичных, на чувства и вопросы чувств. Не добавляй вот этой такой сухой прагматики. И наоборот, чувства не добавляй в то, ну, что для тебя означает карьера или какая-то задумка. Ну вот разделяй это все, и для тебя судьба тогда откроет не просто новые смыслы, а больше побед, мои дорогие. Ну в чем же поворот судьбы? Что для вас внезапно, неожиданно? Какая-то история, которая связана именно, что что-то подзастряло, что долгое время, ну как у вас не решалось. Оно подходит к концу. Здесь у каждого по-разному, я должна сказать, потому что две карты паузы. И следом мы достаем 20-й старший аркан. Это момент перехода между прошлым и будущим. И давайте будем реалистами. Какая-то пауза в вашей жизни подходит к концу. Но в чем поворотный момент? У каждого будет по-своему. Первый старший аркан повешенный. И тогда какая-то история развития взаимоотношений. Тоже не бегите впереди паровоза, это точно. Не ускоряйте как какие-то взаимоотношения также. Не пытайтесь быстро все расставить по местам. Мы об этом где-то говорили, да? Но, может быть, для кого-то не спугнуть человека. Вы сильные люди, и вы хотите ясности. У вас это очень сильная позиция. Более того, для вас это ваше преимущество. Но здесь может быть такая встреча или конкретный какой-то контакт, может быть, уже в сложившихся отношениях, когда, мои дорогие любимые козероги, вот именно где-то через нашу настойчивость или желание этой ясности мы так можем давить авторитетом. Вы именно, да? Или требовать объяснений, или требовать вот этой ясности, или в каком-то разговоре, как бы пытаясь вот именно все до мелочей разобраться самому, может быть, так, да? Но такой некий прессинг оказывать на партнера. Вот здесь как будто карты говорят, в чем поворотный момент. Он у тебя будет, этот поворотный момент. Но ты как будто сам будь к этому готов. Ведь эта карта, если мы говорим не оглядываться назад, вот если ты хочешь, чтобы что-то происходило, что-то менялось, тебе придется и себя тоже видоизменить. Тебе придется как-то по-новому устроить общение, если эта ситуация касается любовной истории, личного сюжета, личной жизни. Вот у вас какая-то глобальная перезагрузка. Она и означает, как, знаете, если судьба нам посылает Его Величество случай, то мы должны это как не растерять или не сказать самому себе, что ну вот я теперь могу успокоиться, или наоборот, я сейчас все проясню, и в принципе я могу в чем-то ставить точку. Тут не продолжение, мои дорогие, будет следовать, и продолжение по старшему аркану идет в своих энергиях и в своих сроках. Здесь по аркану рыцарь мечей, если мы спросили, в чем поворотный момент, здесь может быть какая-то
история, которая связана, кстати, у вас, когда вы даже можете столкнуться с тем, допустим, что у вас будет какой-то очень важный разговор. Вы услышите от конкретного человека новость. Вам, кстати, может подарить его величество случай, как новое знакомство с человеком. Причем этот человек находится в совершенно других энергиях. Вот, может быть, почему очень важно. Вам этот человек может поначалу не понравиться. Вам человек этот может показаться каким-то взбалмошным, дерзким или очень таким, знаете, может быть, холодным, который может словно отсечь, да, сказать резко «нет». Кто-то может познакомиться даже на процессе обучения. Или, правда, по документам, или решая вопросы по деньгам. Здесь даже, ну, кто знает, может быть, начав процесс обучения именно как вот через группу, да, в которой несколько людей встречаются и учатся, ну и где-то приобретают новых знакомых. У кого-то из вас, вот, кстати, подсказка, тоже может состояться новое знакомство. По крайней мере, карты вот кричат об этом. И начнется это с того, что вам что-то не нравится. Либо не нравится, как выражается человек, как он выражает свои мысли, либо сама персона вам как-то, ну, как бы может казаться не мой человек. Вот такая важная подсказка. А здесь выпадает аркан влюбленные. Карты могут еще сказать, что не поссорься с кем-то. Для кого-то из вас будет означать, что вам придется самих себя опять же перестроить на новые энергии, потому что карта говорит сепарация, только иллюзия. Вам, возможно, придется сглаживать некоторые конфликты, будьте к этому готовы. Для вас как это все обернется? Тройка жезлов – это карта будущего. Для вас это обернется каким-то новым планом. Ну и, соответственно, да, выпадает карта трансформации, и этот новый план, он будет совпадать с трансформацией, когда вы в какой-то момент поймете, что наступает время идти вперед. Вы можете счесть какого-то человека очень продуманным. Здесь и ваши, кстати, энергии будут таковы, что вас кто-то может счесть очень продуманным, прагматичным. Тем человеком, вот, кстати, тоже такая ведь подсказка. По четверке Пентаклей мы ничего не хотим менять. Но это тоже, да, это карта якоря. Но вот как присел, придавил этот сундучок человек своим весом и говорит: нет, вот я себя сохраняю, и вот то добро, которое у меня есть, ничего я не собираюсь менять. Тогда вот, кстати, а ведь и правда. Знаете, вот как две энергии могут в какой-то истории в вашей жизни бороться внутри вас, когда хочется ясности, хочется стабильности, но до конца августа этого не происходит. Нет. Здесь что-то только, как какой-то сюжет только начинается. И как бы не хотелось Козерогу вот и ясности, и стабильности, и более стабильного продолжения, или определиться в чем-то, все-таки до конца августа это не произойдет. У вас именно происходит какой-то переломный момент, который будет связан с вашей мудростью, решениями, насколько вы будете готовы продолжать какие-то отношения, насколько вы будете готовы перестроиться, насколько вы будете готовы рассматривать именно новых людей, не с позиции того, как вы воспринимали их прежде, или вообще, в принципе, строили взаимоотношения. Вам придется такую внутреннюю перезагрузку произвести, это, знаете, как в собственной душе, может быть, дать себе такой обет, скажем, что я с этого момента позволяю себе войти новым людям в мою жизнь, и я даю себе обет не судить по ним, но, может быть, где-то с первых попыток, с первых шагов я позволяю судьбе раскрыть передо мной как минимум какой-то сюжет, и тогда как будто в этом будет и мой интерес, потому что я именно хочу что-то в своей жизни изменить, и тогда другой человек со временем принесет больше ясности, больше перспектив и больше возможностей
именно в жизнь мою собственную, а то и в мою жизнь личную. Для кого-то из вас вам еще и попутно придется, может быть, решать те темы или рассматривать, кстати. Тут ведь у кого-то будет из вас компромиссный вариант, банально, да? Когда вам может быть что-то предложено со стороны другого человека, а вы опять же имели представление, что должно быть так, тогда будьте готовы по третьей позиции. Здесь может быть важный диалог с каким-то человеком, когда вам придется договариваться, рассматривать позиции, насколько конкретный человек готов, может быть, участвовать или продолжать ваши отношения, готов углубиться, а тут будет именно в чем-то несогласие с вами, то есть готов, как знаете, в определенных рамках, или готов, может быть, на какой-то определенный момент или период. Вам это может не нравиться. Вы с этим можете быть не согласны, мои дорогие козероги. А в этом ваша победа. И вот поверьте, есть какая-то персона, которая вам по судьбе. И вот эти вот связи, контакты не разорвать, а именно продолжить, от этого требуется искусство. И, видимо, вам до конца августа чем-то подобным овладеть придется. Не торопитесь выносить вердикты. Помните, планетарно, у нас до конца августа особенно, но я бы сказала, до конца года, если мы кому-то сказали «нет», это будет окончательное «нет». Мы потом это не повернем назад. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте, как и статьи по психологии, так и астрологические прогнозы. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.